Сулейманова Шукрие. 18 май 44 год, утром в 6 часов пришли солдат, экране солдат. Разбудили нас, бабушка вышла, открыла дверь и говорит, вас высылать, собирайтесь, вас высылать с Крыма. И тут же я говорю, только нас что ли? Нет, все крымские татары высылаем. А куда, это мы не знаем. И нас выводили, без ничего, без... что было одеты, то и вышли. Ничего не взяли, а вышли в середине деревня, машиналар тұрар, суда бекір машиналары, bütün халқын шығарғандар, яш адам жоқ, hepsi қартлар, яш балалар, 15, 16, 17 yaşında и қартлар. Вот грузили машину, привезли Калайский район, там же железная дорога, на станцию привезли, там вагоны стоят, которые это бараны возят такие вагонах, нас там тоже солдаты, в каждом двери экране солдат тұрады. Кіргіздер, отырма ер жоқ, все вот сели в вагоне, вот так сидим. Вот такие мы выехали из Крыма 18 мая, приехали 4 июня в Узбекистан, Бухарская область, Кермененский район, станция Кермене, совхоз Нарпай, 4 отделение. 4 июня нас привезли на хлопсовхоз Нарпай, 4 отделение хлопковый. Вот сюда нас привезли и сразу завели большой стена 4-метровый и вышкалар стоит. Оказывается, там жили тюремщики. Это была тюрьма. Вот эту тюрьмага они в армию забрали на войну, а нас привели туда. Заходили туда во дворе, большой хаос, большие бараки. В каждом бараке по 20 семья нас заселили. Вот это метр нас, вот это. В общем, в одном комнате 20 семья. Мне 17 лет, я выбежала, самый угол пошла, взяла. Бабушке было уже 78 лет. На вот такой угол взяла, вот посадила его там. Вот и так нас заселили. А потом начали нас проверять. Она сколько лет учился, не учился. Как раз даже окончила в 41-м 7 класс. Я сказала, у меня 7-классное образование. Вот, говорит, это директор отделения, начальник отделения хлопсовхоза Нарпай. Нам где-то надо это секретарша. Наша секретарша это была полячка. Полякам дали вольно, они уже домой едут. Вот она здесь собирается домой. Вот он yerine, мы можем тебе это оформлять, и он за этим, это была квартира. Вот эту квартиру тебе дадим, деда. Вай, дедом, как хорошо. И также меня через неделю вот так сделали. Она уехала, я поселилась в его комнате и работала в конторе секретаршей. Под командованием коменданта. Нам никуда нельзя было выйти. В общем, только şu adiliğinin içinde yürümeye vaktimiz var. Şak район, şak туда yürümeye vaktimiz yok. Это, там же я с бабушкой была. У бабушки 2 сыновья на войне была. Я была с бабушкой. И была второй брат, у второго сына жена была. Вот она заболела этим дизентерией, его положили в 5-м отделении, была больница, в больницу. Вот она там лежала, в то время у меня уже бабушка умерла.
Yengem больницада, у меня бабушка умерла. А я вот третий день бабушку хоронить нигде. Хоронить мужики нету. Все старики. Вот там большая гора, на этом гора Албаралар, там уже шакалы рассыскают все. Вот такой была. А я пошла этому в больницу, не сказала Енгеме, что мать уже нету. Она была ничего, ходила. И мы долго сидели, разговаривали, заплакали это. Потом я обратно пришла домой. Пришла домой второй день или третий день. Обратно в больницу проведать этим десем. Уже моя небеска умерла. Она меня проводила, ходила. Уже третий день я пошла, сказали мне, она умерла. А вот тоже вывезли, больница, да, уезжали, куда вывозить, не знаю, вот в таком положении. Потом я начала работать в конторе, через комендатуру меня искала мама. Мама была, Кашкадаринская область, она была. Его комендант нашла в Бухаре, Калайский район, Бухарада, вот Нарпайса, точно адресно. Потом его, что он хозяин, военный был Гвоздев, его звонит. Вот такой, не надо, ищет родителей. Сон у меня шахада, да, я хочу спросить вот такой новости. Это кто у тебя? Это моя мама, моя папа, это они в Янкурском районе, вот это они, вот они тебе нашли, деда. Сейчас ты знаешь, деда, мы тебе, деда, отправим туда, тебе, к своим родителям. Вот я через комендатуру, меня через милицию поезда ходят, Кашкадаря отправили меня. А там меня ждал папа и меня встретил. Харымгасын, онда Өзбекстанда көп жыл yaşadık. 56 жылы, 56-м, когда нам дали воля, можно в Крыму жить деген соң, мы приехали в Крыму в 56-м, а нас не пустили сюда. Мы приехали, нас не пустили, вам нельзя в Крыму жить. Откуда приехали, туда уезжайте. В Симферопольском вокзале нас не пустили. Крымским татарам нельзя жить в Крыму. Откуда приехал, туда и езжайте. А мы 2 недели лежали в вокзале, железнодорожный вокзал, да? Шапкалап жүрелер, ақайлар шарисін табacak болды, но нельзя. Раз уж нельзя, нам пришлось обратно ехать домой. Өзбекстанға қайтып келдік burada. Ondan soң 56 жылдан соң біз 88 совсем 88 келдім, да, мен мында? Мы отпуск взяли, приехали в Крым. Потом обратно қайттық, и совсем қайтып келдік, да, 56-м приехали в Крым. Но здесь тоже нас не мы купили дом. Потом пошли прописаться, нет, оформлять дом. Нам сказали, вам здесь жить нельзя, верните дом и езжайте обратно. А я дедом, я никуда не поеду. Я приехал на свою родину умирать. У меня здесь все предки здесь, и это моя земля. Если я виноват, дедом, застрелите меня, я готов. Хоть домой приходи, дом дедом, обратно нет, не буду сдавать. 2 года нас не прописали. 2 года я на своем стояла, но они меня не застрелили, но мучили. Каждый месяц вызывает, днем за днем домно перевышает. 32, 34, 35, вот так повышает. Конца до конец. Потом нас
прописали yılın unuttum da şu kelген yılımızın декабрьдің 18-інде прописали нас. Прописали, потом я обратно поехала домой, шиллерimizi алып келдік те, в этой домға. Вот сюда приехали, потом, вот который купил я дом, в этом доме еще я живу, и здесь такой же дом был. Вот домны мы износили, вот қойдық мынау evini, оғлым yaşayı. Для меня означает Крым моя душа, Крым моя земля, Крым мой родной дом. Я от Крыма никуда не поеду. Я сколько жила, где жила, 40 лет, я всегда мечтала о своем Крыме, о своем доме, о своем месте. Только Крым, и приехала жить в Крым, умирать в Крым, и буду умирать в Крымда. Хоть меня сейчас пусть застрелить, я в то время сказала, 20 лет назад, и сейчас никуда не поеду. Это моя земля, это моя душа. Крым мой, Крым наш. Наши дети, внуки, внучки должны жить на своем родине. Крым наш. Вот так. Kırım'ın tuğanda yürüdüm, hiç unutmam Kırım'ını. Deryalardan sularda gelse, eşiterim sesini.